Всем привет! Сегодня буду оформлять торт в стиле поп-арт. Он яркий, смелый. Одно время я увлекалась рисованием картинок в этом стиле. И в преддверии самого яркого времени года этот стиль опять набирает популярность. И это проявляется не только в одежде, но и в кондитерских изделиях. Оценивайте мою работу в комментариях, делитесь этим видео с друзьями. Итак, начинаем оформлять торт. Начнем мы с окрашивания торта. Торт у меня уже выровненный в холодильнике, творожным кремом стоит, охлаждается. Окрашивать обязательно нужно охлажденную поверхность крема. Я буду использовать сегодня желтый краситель водорастворимый K-Colors и спелая брусника. Разбавляю я водки для того, чтобы не было лишней влаги на торте. Чаще всего я окрашиваю именно аэрографом, а не порциями окрашиваю крем. Мне просто так легче и работа быстрее продвигается. Достаем торт с холодильника, и у меня будет переход именно по вертикали цвета. Вернее, даже не переход, это будет цвет, который будет соединяться, то есть в стык друг с другом. И чтобы не было наложения одного цвета на другой, я буду использовать обычный альбомный лист. Такой метод я использовала, когда делала красную ковровую дорожку на кремовой поверхности. Разрезаем лист под углом, то есть любой угол выбираем, и прикладываем его. Не весь листочек, а именно только край. Вот именно для этого и нужно, чтобы поверхность крема была хорошо охлаждена. Вы можете даже в морозилку минут на 10 поставить торт. И теперь начинаем окрашивать. Я буду сначала желтым цветом окрашивать. Здесь можно подачу красителя отрегулировать, чтобы был более струйная такая подача была, а не распылять, чтобы верхнюю поверхность торта тоже особо не задевать. Этот же листок прикладываю с обратной стороны, то есть где-то же у меня должна быть граница этого цвета. Также прикладываю. Теперь беру сантиметровую полоску, также из бумаги, прикладываю. Также листом бумаги нам нужно будет прикрывать вот эту желтую часть, ну, по возможности. Но если даже будет где-то какое-то напыление вот красного цвета, я не думаю, что прям это будет серьезная такая проблема. В аэрограф я уже заправила цвет спелая брусника. С обратной стороны то же самое делаю. Все, зачищаю подложку, убираю торт в холодильник. Теперь сделаем основную картинку, которая будет украшать наш торт. Это вот такие вот девушки. То есть одну я уже сделала, перевела рисунок на мастику. Как я это сделала, я сейчас вам покажу на примере вот этой барышни. А использовать для оформления своего торта я буду именно вот брюнетку. Такие картинки в стиле поп-арт можно найти в интернете. Их великое множество. Там есть и известные актрисы тоже в этом же стиле изображения, то есть портреты их. Вбиваете в поиске, находите, что вам нужно. Это мастика, топ-продукт, который я обычно использую для обтяжки тортов и для некоторых фигурок. Для того, чтобы мастика лучше держала форму, так как у нас будет вертикальное изображение находиться на торте, то есть приклеивается к боковине торта будет, то мы сюда добавляем либо СМС, либо КМЦ, то есть какой-то загуститель. Вмешиваем прямо в мастику. Цвет здесь у меня телесный. Я его получила путем соединения немного коричневого и розового цвета. Получается вот такой вот телесный цвет. Почему я взяла за основу именно этот цвет? Так как этим цветом больше всего окрашенных мест на изображении. Раскатываем мастику толщиной до 5 мм и оставляем немного на столе подсохнуть. Для того, чтобы не прилипала мастика к столу, мы используем крахмал. И теперь на слегка подсохшую уже мастику можно переводить рисунок. Подсыхала она для того, чтобы, когда вы будете держать рисунок, у вас вмятины не остались от пальцев. Переводим рисунок либо с помощью карандаша, как в детстве мы сначала с обратной стороны. Если рисунок просвечивает, можно обвести контур жирным карандашом простым и затем уже перевернуть, обвести также опять по контуру, и у вас отпечатается на мастике контур с обратной стороны. Либо еще можно использовать обычную шпажку, надавливаем и также все по контуру. Также можно это сделать карандашом, но не сильно заостренным. Возможно, на камеру будет не совсем видно, не сильно отчетливо будет видно то, что здесь вот у меня происходит сейчас на мастике. Потом я обвожу простым карандашом. Если нажатие было сильное карандашом либо шпажкой, и у вас прям такие четкие бороздки получились, то можно слегка пройтись либо утюжком, либо скалкой немного разгладить, и они станут меньше.
ну и так далее. Обводим все, что видим, и затем уже прорисовываем все кистью и красителем. Если у вас где-то будут видны контуры от карандаша, то можно немножко водой подмочить, кистью подмыть все это. Я буду рисовать водорастворимым красителем. Можно использовать, в принципе, любой краситель, гелевый, пастообразный, любой, который разводится водой. Я буду разбавлять водкой, чтобы не было лишней влаги на мастике. И также я еще буду обязательно использовать диоксид титана, так как мне будет необходимо кое-где перекрывать цвет. И также для того, чтобы краситель не сворачивался на мастике и цвет получался более плотный. Когда краска полностью на моем рисунке подсохла, я вырезаю с помощью резака мою картинку по контуру. Все, моя картинка готова. Я еще хочу, чтобы мой торт украшали медовые леденцы, и мы приступаем к их изготовлению. Делать я буду желтые леденцы сегодня, использовать тот же самый краситель желтый, водорастворимый. И у меня еще накануне я делала также медовые красные леденцы, там я использовала цвет спелая брусника. В сотейнике сразу добавляем уже все ингредиенты, это мед натуральный, сахар и вода. Добавляем сразу же краситель и ставим на огонь. После закипания смеси убавляем огонь ниже среднего и провариваем нашу карамель до температуры 155 градусов. Все, карамель для леденцов готова. Теперь я немного жду, пока все пузырьки уйдут, и когда смесь немного уже начинает подостывать, леденцы получаются более ровные. Если сразу наливать на силиконовый коврик, то они какие-то корявенькие получаются. Если мне нужны обычные леденцы, то есть обычный круг стандартный, то я стараюсь наливать в одну точку. Еще про силиконовый коврик хотела сказать. Если он у вас с какими-либо вот такими вот узорами, то есть для макарон, здесь идет четкий такой контур, и если вы будете на обратной стороне делать, где как раз нанесен этот узор, то у вас все это на леденцах отпечатается, поэтому лучше перевернуть его, чтобы без всяких рисунков был. Смесь можно подогревать, то есть если уже смотрите, что тугая стала карамель, ставим опять на средний огонь, подогреваем. Шпажки вставляем сразу же после того, как налили на коврик карамель. Посыпки тоже сразу можно, любые. Леденцы с плотным цветом получаются при добавлении диоксида титана. Только не прям в сухом виде, а немного разбавьте водкой и добавляем прямо в смесь. Можно уже ставить опять на плиту и подогревать. Теперь я сделаю площадку для слов, я не знаю, как это называется. В общем, тот белый кружочек, который в комиксах обычно, с надписями. Вот сейчас, наверное, более понятно, что я имела в виду. Так, и куда-то мне надо поставить шпажку. Вот так, чтобы держалась. Все, оставляем полностью остыть и снимем потом с коврика. Теперь красителем с добавлением того же диоксида титана мы пишем любую надпись. Главное, чтобы леденец уже был полностью остывший. Достаю торт из холодильника и начинаю оформлять. Картинку из мастики я буду прикладывать прямо к торту, к крему. И дальше вставляем леденцы так, как нам удобно. И оформлять также я буду Skittles, можно M&M'сами. В общем, все, что поярче, все сгодится. Добавила меренги, маршмеллоу и все готово. На леденцах также, на кругленьких, я добавила вот такие вот мазки черным красителем, так как черный контур – это основное отличие этого стиля, то есть это его фишка, можно так сказать. И вот такое вот сочетание ярких цветов. Если же вас пугает наличие красителя на леденцах, можно под проточной водой смыть это все и также давать гостям. В общем, пробуйте, экспериментируйте, не бойтесь пробовать что-то нестандартное, то есть этот стиль, он как бы подразумевает собой сочетать нестандартные вещи. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. И, как всегда, желаю вам удачи в ваших начинаниях. Всего вам самого-самого доброго.